Добрый день, с вами ваша ведьма Аграфина. И сегодня у меня из рубрики «Разговоры за жизнь» оказывается очень самое просматриваемое мои видео. Хотя показываю я листочки, как обычно. Надеюсь, тут нет стратегических объектов и у меня ничего не будет удаляться тут. Вот, если будет человек идти, да, то я буду уводить, поскольку у нас уже Европа запрещено снимать людей. Итак, по поводу всякого рода психологов, психотехник, в том числе я коснусь медитаций. Кому они нужны? Однозначно, если они существуют, значит они кому-то нужны и необходимы. В медитации часто очень такой странный, неожиданный коктейль, когда человек говорит и психология, и тут же астрология, и тут же идут какие-то как коучинг. Коучинг это немножко другое. Это типа как добиться цели, что предпринять. Рассказываю, что я в этом вижу. В первую очередь запрос. Кому нужно искать оправдание в прошлом. То есть, да, оно у всех есть, насколько нам нужно копаться в этих причинах. То есть поверхностно может быть и так, может быть, но это не факт, что в каждом конкретном случае это так. Даже если действительно есть какая-то связь. Ну, например, есть такое, что девочки, у которых не было папы или он рано там умер, часто ищут пожилого мужчину себе почему-то, то есть, да, добирают что-то. Но это не всегда. У меня полно случаев как раз наоборот. Когда девочка рано потеряла папу, то есть его не было, но мальчик одного с ней ее возраста. Муж, скажем, уже так, он уже муж. Поэтому я, честно говоря, я понимаю, для чего это нужно людям. Людям нужно как-то оправдать свое терпение вот этой жизнью, да, почему, какое-то оправдание найти, потому что не могут найти выход, тому, что так что-то происходит вокруг них. И тут двоякая ситуация, что многие специально это и ищут, поэтому они находят такого психолога, чтобы он им объяснил, да все вокруг виноваты. Вы ни в чем никогда не виноваты. Так, идет собака. Сейчас, по-моему. Итого, значит, виноваты все, кроме вас. Исходя из этой ситуации, вы никогда не сдвинетесь с места. Да, это очень удобно, наверное, успокаивает. Сидеть, обсуждать, что виноваты родители, что вас там обижали. Это вполне реально. Обижали, наверное, 90% нашего населения. Очень редко, когда в семьях какой-то здоровый климат. Вот. Тем не менее, и много такого, что совершенно наоборот. Климат абсолютно здоровый, а у человека масса проблем по жизни. От личных отношений и заканчивая деньгами. Какая-то взаимосвязь, конечно, есть. Причинно-следственная связь в этом есть. Искать так долго и упорно, и так много, столько их развелось. Я понимаю, что не удовлетворяют, потакают даже слабости человека, себя оправдать и остаться на том же самом месте. Правильно? И посыл изначальный, вот он больше всего мне не нравится. Дескать, если вы поймете, что там у вас было, и осознаете это, то что? То вам станет легче. В чем легче? Что легче? То есть, само собой, все образуется. Что конкретно образуется, причем чаще всего не говорят. Причем человек, и очень часто слышу отзывы, что пришел человек с одним запросом, а что-то получилось совершенно в другом месте. И может быть это то, чего человек добился, но оно для него незначительно, ничего не решает. Вот же в чем все дело. Что то, что человек задумал,
оно не решается. То, что для человека по-настоящему тревожит, и то, к чему он стремится. Потом есть еще, это моя просто критика, почему я говорю об этом. Ну, потому что люди, это вредно. Не потому что я, вот знаете, сижу критик кому-то, вот все вокруг, они такие-сякие. Нет. Просто это не просто потеря времени пустая. Ну, там, на 90%. Да, можно позадуматься, можно проговорить, пойти вам станет легче, да, на какой-то момент. Но вы поймите, что это одноразовая акция, которая ни к чему не приведет. Если вам совсем стало грустно, вы нашли человека, получили облегчение, да, но ничего не решилось. Вы ни к чему не пришли. Ну, типа осознали, ну и что? Даже если осознали. Потом есть еще такой посыл, что вот чтобы осознать, прочувствовать, надо там полгода. Ну и что дальше? Я знаю тех, кто осознали, прочувствовали, потом говорят, нет, вы недостаточно осознали, прочувствовали. То есть это называется целились в никуда и попали в никуда. То есть, что вы осознали, что вы прочувствовали. Конкретика какая. То есть поиски себя, поиск предназначения. То есть это разговор ни о чем. То есть никакой конкретный вопрос ваш не решился, вы ничего не достигли, да, в каком-то. То есть упор идет на то, что вам стало хорошо. Вот. Ну, стало хорошо внутри. И что? Это мне напоминает обезболивание в медицине. Когда медицина, допустим, ну, не может излечить какую-то болезнь, они назначают обезболивающее. Или врач, допустим, конкретный, не знает, что с этим делать. Он говорит, вот это надо обезболить, чтобы оно не болело. Я с таким сталкивалась, с такими случаями. И все. То, что там надо это пролечить просто, и ясно, болит живот, допустим, да, есть такое, что приходит, обезболивает, и все, да, надо разбираться. Вот, так это вот, кстати, если провести аналогию с врачами, это то же самое, что у вас болит живот, и вместо того, чтобы лечить, так как врач принимает, наши несчастные врачи, 15 минут, да, вот они вас прослушали, они не должны вас слушать часами, они должны раз и вылечить, какое-то назначить вам лечение, там, диету, лечение, как себя вести, что можно, что нельзя. Вот, я это связываю вот так. То есть, а тут получается, что вся эта психология, весь этот коучинг направлен на то, что вы человеку обсуждаете то, что ничего не решает, да, и понятно, что при достижении каких-то сложных целей не может таких рецептов, как врач выписывает, да. Да, наверное, те, кто ходил там на коучинг, они сейчас мне скажут, что да, нам даются какие-то задания, мы их выполняем и так далее, подобное, и что-то там представляем. Все это понятно. Все это понятно, но мне непонятна цель. То есть я вот часто читаю, что к чему, то есть наоборот уводят от цели. Вот чем вредны эти занятия, что они уводят от цели, конкретики. То есть человек расфокусируется на всем подряд. Я даже встречала хуже того, что какие-то больные, родители больных очень детей, не буду говорить там, чем, да, что они приходят и говорят, что вот если вы, родители, чего-то там поймете, то ваши дети исцелятся. То есть это вообще бред полный. Если есть конкретная болезнь, есть конкретная задача, и родители просто направляют, тратить время впустую. Что они там, сколько я такое встречала, что какие-то послушники шли, родители. Но это не решает, никак не связано с решением конкретной проблемы конкретного человека. Ну никак. Поэтому эти коучинги, эти психология. И астрология, кстати, ровно тоже тем же самым занимается. Кстати, все, что изучает психологию, очень легко выложить на картах. Даже те же Таро дают больше информации, чем астрология. Вот вы встречаете, допустим, у вас какой-то там встреча на какое-то собеседование надо идти. Что там говорить, как себя вести. Ну, не зная личности человека, его даты рождения, вы ничего не сможете сказать. Плюс проще, по-моему, выложить карту 2-3, чтобы это как-то просканировать. Психология тоже объясняет, что вот
почему в этот момент что-то происходит или не происходит. И что она вам говорит? Ждать, вот у вас будет какой-то день. Еще больше всего меня возмущает, когда Острогин напрямую, в обратную, человека концентрирует, фокусирует на том, что явно неблагоприятные даты, то есть все совпадения, все парады планет, все точки солнцестояния, это очень сложные моменты в природе, которые трудно переносятся чисто даже организмом, да, перепады всякие, давление, настроение, они трактуют это якобы как вы в этот день чего-то там можете просто ни хрена не делая вдруг там загадать и какое-то исполнить желание. Почему это так делается? То есть тут явно какой-то вред. Такой вот вред несет это все. Но я еще, честно говоря, вот до сих пор не понимаю, это специально вредят так людям, либо это просто по глупости. То есть, ну, тут, наверное, две группы. То есть, скорее всего, что это рассказывают специально, чтобы народ, ну, грубо говоря, не составлял конкуренцию для остальных. Это очень удобно. Ждите, вот скоро Вселенная вам даст. Потом вот эти всякие цитаты типа мудрые, что какой-то бумеранг. Короче, все заключается в том, что вы должны ждать какое-то число, которое ничего вам не принесет абсолютно. Вот как вот скоро, если вас обидели, то у вас обязательно кто-то найдется, кто вас пригреет. Понимаете? И ничего никого не просите, сами придут, все дадут. Кто вам что даст? Есть одно условие. Вам могут прийти и что-то дать. Первое. Если вас в чем-то заинтересованы, в каком-то обмене с вами, что-то у вас есть такое классное. Вы красиво, вы умно, или вы что-то можете сделать. Да, к вам придут, если вас заинтересованы, и вам все дадут. Это правда. Но если вы никому ничем не интересны, к вам никто не придет, сколько вы не страдали. Если вы не представляете ни для кого интерес, а над этим можно и нужно работать, то к вам никто не придет, никто вас не успокоит, никакая дата 22 ничего вам не даст. Если у вас до этого не получались какие-то мелкие вещи продавить, да, добиться чего-то, то эти даты вас только огорчат, поскольку вы получите негативный опыт. Вы будете ждать что-то легко и быстро, оно не случится, и в дальнейшем вы, ну, просто тянете время, ничего не делая, ничего не решая. Вот чем это вредно. Вот эти все расфокусировки. Про медитации. Ну, медитация, начнем с того, что там есть два вида медитации. Да, есть, ну, медитация отдых, грубо говоря. Опять та же самая расфокусировка. Медитация, кстати, входит действительно, ну, только как часть техники, которая в дхармических религиях позволяет выйти из круга сансары. Но, грубо говоря, для тех, кто верит в карму, что чтобы не быть связанной какой-либо кармой, не искуплять ее, ничего, просто можно выйти из круга благодаря определенной методике йогов, йогинов. То есть выйти, и там, там целый список дел, которые надо делать, и один из списков это медитация. То есть отключение какой-либо деятельности ума. Очень полезно для тех, кто беспокоен, кто не может отдохнуть, кто возбудимый, да. Но опять же, это как отдых. Это как отдых ума, гигиена ума, но ни в коем случае оно не является способом достижения цели. Это и либо вам надо выполнять все по списку вот этого выхода из сансары, то есть это раджа-йога, либо вам эта медитация, ну, просто как отдых, ничего она вам не даст. Есть медитация, где идет концентрация на каком-то объекте или на какой-то мысли. Это уже ближе к какому-то даже ритуалу магическому, но опять же, смысл вот этих медитаций, как они говорят, ну, ближе к пробуждению там сил, да, там концентрироваться, действительно, там встает солнце, есть такое, есть это как подкачка энергии, все конкретное какое-то дело, чтобы его сделать, чтобы чего-то добиться,
оно не решает. Это, ну, как бы очень-очень мало для того, чтобы оно сработало. И надо именно целиться во что-то конкретное. А все вот эти, еще раз говорю, вред этих методик, вред этих... ну, он ни о чем, и поэтому вы попадаете в никуда. Понимаете? Вот уберите страхи, и у вас все само получится. Что само получится? Наладятся отношения. С кем наладятся? А вдруг их вообще нет? Притянутся. Кому они притянутся? От того, что вы там сделаете несколько медитаций или избавиться от страхов. Каких страхов? Страх отношений. Да, я согласна. Ничего не поменяется. У меня сколько вот людей ходили, ничего не меняется абсолютно. Что избавиться от страхов. Но даже если есть... вы думаете, у успешных женщин нет страхов? У них есть страхи, но при этом они действуют. А если... да, они иногда могут сходить, там, посидеть, там, помедитировать. Одним словом, для того, чтобы решить конкретную проблему, нельзя работать над всем сразу. Вот избавьтесь от страхов, найдите себя, все наладится. Вот это вот ни о чем. Это просто трата времени. А оно у вас конечно. Мы все не вечные. Мы не живем по 100 лет. У нас есть, ну, даже немногие живут, ну, живут по 100 лет, да, но многих очень срок ограничен. Потом вы тратите, просто вот вы обогреваете воздух, да. То есть таким образом ваша энергия идет просто впустую. Кроме того, избавляться от страха, это, кстати, нормально, очень плохо, вот это говорят какие-то, читаешь, вроде бы человек психологию там учил, он тоже должен какую-то биологию. Страх это нормальная для всего животного мира, включая человека, инстинкт самосохранения. То есть чего-то бояться надо. Просто надо и действовать тоже. А так, получается, вас уводят в то, что вы боретесь с ветряными мельницами. Не надо с ними бороться, они все равно будут молоть что-то свое. У вас эти страхи будут, потому что вы человек живой. Они у вас будут. Искать правильные модели поведения. Вот это да. Искать какой-то способ исполнения того, к чему вы стремитесь. Говорят, работать над собой. Это тоже что это? Работать над собой. Да, в том числе надо, я понимаю, здоровье. То есть есть конкретные вещи. Если что-то болит, это надо решать, лечить. Выглядеть. Да, не секрет, что красивый внутренний мир вообще никому не виден. От слова вообще. То есть внешность, ее надо заниматься. Ваше образование, ваше видение мира, как бы ваше упорство, да, что независимость в первую очередь, не зависит от чего-то мнения, искать свое. Вот. Ну, тоже я уже как коуч какой-то, ни о чем. Итак, если у вас конкретная проблема, ее надо решать целенаправленно, а не и что-то. Если вы от чего-то избавитесь, да, от каких-то страхов, походу от них невозможно избавиться, они все равно будут. Вы с ним будете жить, потому что мы живые люди. Просто вас подталкивает к бездействию. Бездействуют по жизни. То есть уход в медитацию, уход в какие-то мечты, уход в какие-то разговоры по полгода там, да, с каким-то человеком. Что конкретно изменится? Да? Может быть, попутно, если вы действительно понимаете это, вам кто-то заложил, такие как я, может быть, то вы начинаете или продолжаете развивать, что-то делать, не знаю, писать картины, худеть, тренироваться, ездить по миру. Да, какой-то небольшой эффект у вас будет, выхлоп от этих коучей, я не знаю, что-то там. Но в любом случае, как они говорят, мы просто подталкиваем вас к правильному решению. Я вам скажу, что это очень затратный способ подталкивать человека к правильному решению. Есть гораздо более простой. И он лежит, опять же,
Я за магию, за действенный подход. И про астрологию вот эти вот ждунов, вот это ждите, обидели вас, ждите вас кто-то погладит, ждите дату, ждите какого-то солнцестояния. Причем самые негативные даты почему-то людей обнадеживают. Это очень подозрительно. И астрология. Да, если вам приятно сидеть вот и копаться в том, что почему Вася такой, да, это у меня луна там зашла, да, это, наверное, дико интересно, если у вас есть для этого возможность, и вы еще можете, скажем так, как-то себя реализовать, да, как средство реализации, возможно, да, как средство пользования этим, но это инструмент, который я не вижу смысла его использования. Сидеть, ждать какую-то дату, чтобы открыть магазин, я не буду никогда. Сидеть, искать какую-то дату, чтобы сделать приворот, не буду никогда. Мне вообще пофиг на все. Сидеть, какую-то дату, там ехать или не ехать, тоже пофиг на все. Да, и это максимум может там какие-то поменять я сутки или час могу, да, если смогу. А если нет, чаще всего я буду делать то, что мне надо, и все. И поверьте, самые успешные люди, они так и живут, так и делают это. Поэтому плюс пользоваться вашими преимуществами. Да, по поводу поиска себя и трудностей. Есть такой еще посыл, что вот если оно ваше, если вы нашли свое предназначение, что значит предназначение? Не знаю, что-то одно. Человек может быть очень одарен разносторонне и использовать все сразу. И одним наслаждаться, от другого иметь деньги, с третьим, не знаю, еще иметь деньги, там еще наслаждаться. То есть я не понимаю вообще этого посыла, к чему человека склоняют. Что предназначение это обязательно к выполнению. Или это очень легко и вкусно. Вот что за этим кроется? Нашел предназначение, допустим. И что? Кстати, очень много людей, которые действительно классные художники, классные психологи, кстати. Как психологи. Для своей профессии я считаю, что они классные, потому что более нейтральный. Чем больше нейтральный психолог, чем меньше он лезет со своими указаниями, я считаю, тем лучше. То есть максимум, что самый лучший психолог это тот, кто вас выслушает и поймет. И все. А их советы это вообще жесть. Чего-то ждать без конца. Вот. Поэтому они очень часто недовольны своей жизнью. Бедный художник это вообще уже притча во языцах, да, сужьи песни, что хочешь на эту тему есть. Почему же они так? Значит, они не нашли свое предназначение, значит, им надо искать какую-то глупость. То есть явно это вступает, не выдерживает никакой логической критики. Но людям, наверное, очень удобно, опять же, оправдывать себя. Не ношу я, вот все так сложно в жизни, потому что я не ношу предназначение, вот я его и найду, и все. Это посыплется там золотой дождь. Давайте будем честными, что без денег жизнь это фигня полная. То есть если вы не сможете монетизировать ваш талант, как вы говорите, предназначение, то это фигня все. То есть тут другой вопрос. Не предназначение, а в том, чтобы конкретный вопрос решить. Научиться брать деньги, да? То есть иногда он в этом состоит, а не в вашем. Может, вы прекрасный педагог, например, говорите, я всю жизнь работаю на 3 работах, все, почему мне так плохо? Да, вы можете быть прекрасным педагогом, да, действительно, вы просто не понимаете, где в этой сфере лежат деньги. Вот и все. Может, вы не тому учите или не тех. Вот тут конкретика совершенно элементарно, там за 2 месяца все это решается. В том-то и дело. Если просто нечем заняться и скучно, конечно, да, это психологи, это коучинг, это медитация, это самое то. Поддерживать, для тревожных личностей, наверное, вот чисто йоговское, да, оно очень помогает, но его еще надо, да, как подкачка энергии, сохранение энергии, но не более того. Направить ее на какую-то цель. Дело в том, что у йогов нет такой цели решать проблемы современного человека. У них это было чисто такое вот оторванное, как любая идеология, она
отрывает человека от земли, а магия решает практические проблемы. Еще я сталкивалась с таким, что, дескать, вот руны, амулеты, все, что привязано к материальному, это низшая магия, а высшая магия это подумал и оно свершилось. Да, я согласна, это называется уровень адепта. Это есть такое и в йоге, когда ты достигаешь такого уровня, когда ты можешь, тебе легко исполнить любое свое чужое желание. Есть такой вот адепт. Фактически посылом, да, каким-то, как сейчас говорят, намерением. Простите, проще, есть более простые пути. То есть и маги, которые рисовали руны, делали амулеты, они тоже не дураки. Зачем они это все делали-то? Ритуалы, та же польза Денура, где-то групповой ритуал. То есть если есть где-то адепт, который силой мысли может наказать там по польза Денура, да, кого-то там. Почему они не прибегают? Почему они тогда делают эти ритуалы, допустим, пульса Денура, где участвует там много человек, да? С какой целью? Что они дураки какие-то? Нет. В том-то и дело, что есть более простые способы решения этих вопросов, а вред психологов, коучей в том, что они вас просто отдаляют от решения. Вы просто тратите время на то, что оно как бы дает вам облегчение, как обезболивание, но отводит вас от действий каких-то конкретных, отвлекает и дает также ложные посылы и ожидания, которые просто не работают. Причем еще как интересно, что когда ко мне приходят, еще слышу какие-то безумные суммы за эти тренинги, когда ко мне приходят, хотят, чтобы там, да, я тебе дал $100, ты решил мою конкретную проблему, и чтобы это все в течение месяца, да, вот как-то. И потом они удивляются, почему у магов столько работы. Да, нет, за $100 это, конечно, очень хитро, да, но тем не менее. Человек хочет решить конкретную проблему, ее надо решать. Почему людей убеждают в том, что это можно сделать, чего-то там переливая из пустого в порожнее, не целясь никуда, не нацеливаясь, не задумываясь над тем, что есть прямой путь. А это путь какой-то, знаете, в какие-то дебри. Избавляться от каких-то страхов, искать себя и что будет. Что такое нашли себя? Это как? Что значит нашли свое предназначение? Крутить педали, я не знаю. Писать картины. Думаете, что если вы вдруг начнете писать картины, вам посыплются миллионы? Или вы переедете там из однушки с папой, с мамой? Нет, ничего не будет. Что найдете? Или у вас какой-то хороший муж найдется? Это все вот. Есть конкретная дырка, да, в жизни, черное пятно, которое надо конкретно им и заниматься. Вот за что я люблю рунику, за что я люблю магические ритуалы. Они раскладывают это все по полкам, там все давно ясно. Что надо делать, кому надо делать, как надо делать. А эти все медитации, отдохнули, полегчало, да, все, и заниматься делом. Делаем руны, учим руны, магию, решаем конкретные вопросы, если он не решается на реальном плане. В общем, у меня пока все, а то у меня тут могут люди попасть, стратегические объекты.